Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар! Круче нету. Мы воины Аллаха, пехотинцы Путина. Пехотинец Путина Рамзан Кадыров — единственный российский чиновник, у которого в подчинении есть собственная армия. Я вел кадыровский спецназ. Он собирал эту армию все то время, что правит Чечней. Но война в Украине позволила Кадырову ее кратно увеличить, вооружить и обучить. Джихад-машина для нужд наших бойцов. Идем на штурм, который войдет в историю. Кадыровцы едва ли не самые распиаренные участники войны в Украине. Метр за метром эту землю отбивают у противника бойцы спецназа «Ахмат». В нашем приграничье врага тесняты бойцы спецназа «Ахмат». Это братишка из Ахмата. Россия — это мощь, Ахмат — сила. Настоящие воины и настоящие мужчины – это и про бойцов «Ахмата». Которые, правда, отступали с позиций в Курской области во время атаки украинской армии. У нас и так не было никаких ни сил, ни средств, ни ресурсов. Почти каждый день Кадыров и другие высокопоставленные чеченцы публикуют видео о том, как воюет спецназ Кадырова. Кажется, что только они и воюют. Националисты, бандеровцы, батальон. Главный спикер чеченских подразделений Апти Алаудинов, постоянный участник пропагандистских шоу федеральных каналов, комментирует любые действия российской армии, даже если в них не участвует спецназ «Ахмат». Этот день ознаменует объединение войска мусульман и христиан в битве против войска Даджаля, антихриста. Что такое спецназ «Ахмат» и кому он подчиняется? На этих кадрах результат работы военных полка «Ахмат». Подразделение «Ахмат». Ахмат! Сила! Ахмат! Сила! Сколько ахматов воюет в Украине? Воюют ли они или занимаются чем-то другим? В новом выпуске «Проект Детали» мы ответим на все эти вопросы. Как устроена армия Кадырова и как пехотинцы Путина зарабатывают на оккупированных территориях. Гвардия Рамзана начала формироваться еще при жизни его отца Ахмата Кадырова. Кадыровцами тогда называли бойцов службы безопасности первого президента Чечни, которую и возглавлял Кадыров-младший. Мой сын с 94 года с оружием в руках. Сегодня он охраняет главу администрации Чеченской Республики. Значит, у меня охрана 60 человек. Я бы предпочел бы 600 или 6 тысяч. В тот момент кадыровцы — это в основном бывшие боевики, воевавшие за идеи сепаратистов, а позже перешедшие на сторону Москвы. Вот, например, начальник штаба службы безопасности Ахмата Кадырова Артур Ахмадов. Это его выступление 13 мая 2004 года, спустя 4 дня после гибели Ахмата Кадырова. Ахмадов от лица кадыровцев, собравшихся на стадионе в Центарое, обратился к Владимиру Путину. Никто другой так последовательно и самоотверженно не сможет следовать пути, заложенному вами и президентом Кадыровым, как сын Ахмат Хаджи, Рамзан Ахматович. Так на стадионе в родовом селе Кадыровых Рамзан впервые показал, на чьей стороне сила. Народ скажет, так и будет. По мусульманскому обычаю, в день, когда кадыровцы собрались в Центарое присягать новому лидеру, Кадыров должен был принимать соболезнования. Но со стадиона он поехал в аэропорт и улетел в Москву. На стадионе в Центарое тогда собрались 3000 бойцов, а общее число всех кадыровцев на тот момент могло достигать и 5000. Президент Путин, мы с вами. Среди них был Адам Зелимханов, который в начале нулевых возглавлял так называемый нефтяной полк. Это подразделение было создано для охраны чеченских нефтяных скважин. Порядок мы должны навести сами. Никто нам его не найдет, если мы сами этого не хотим. Разумеется, полк не только охранял нефть. По сути, это были такие же опричники, которые занимались зачистками сел, пытками и похищением людей, которых называли террористами. В 2000 году в Чечне создали республиканский ОМОН, отряд из 400 человек, которые набирали исключительно из местных. Вы милиционеры!
Первым его командиром стал милиционер Муса Газимагомадов, который никогда не воевал против федеральных войск. Это редкость для представителей чеченской элиты того времени. В 2003 году он неожиданно погиб. В его машину врезался КАМАЗ. Считалось, что командир чеченского ОМОНа оказался в оппозиции президенту республики. Как писала «Новая газета», бойцы подразделений считали загадочную смерть Газимагомадова расплатой за нелояльность Кадыровым. А чеченский ОМОН стал кадыровским, вдобавок к бойцам нефтеполка и службы безопасности президента Чечни. Примерно тогда же в республике появился и ОМОН на транспорте, по сей день охраняющий все дороги, вокзалы и аэропорт Чечни. Прежде чем мы продолжим, одно важное объявление. Мало того, что замедление YouTube в России увеличивает роль лайков и подписок под этим видео, так что если не поставили лайк и не подписались, обязательно это сделайте, так еще и важно оставаться на связи на случай, если YouTube заблокирует полностью. Чтобы не теряться, подпишитесь на нашу рассылку и все социальные сети. Инструкции по ссылке в описании. И не забывайте про донаты. Расследование — это дорого, но оно того стоит. Через пару недель после смерти Ахмата Кадырова в 2004-м появился полк милиции специального назначения под руководством еще одного кадыровского охранника Аламбека Есаева. Сейчас Есаев — помощник главы Чечни, а до этого возглавлял Совбез республики. В 2005-м в Чечне создали специальный отряд быстрого реагирования СОБР, которым долгое время руководил Абузайд Висмурадов, друг детства Рамзана Кадырова. В 2006-м образовались батальоны «Север» и «Юг», которые возглавили брат Адама Делимханова Алибек и Муслим Ильясов из числа, опять же, кадыровских охранников. Формально все кадыровские полки и батальоны приписывались к внутренним войскам МВД. Тогда, в середине нулевых, Кадыров не был абсолютным повелителем Чечни. Его из-за возраста даже не могли поставить на должность президента. За власть в республике боролись разные кланы, и у всех были свои вооруженные отряды. Даже внутри полицейской армии самого Кадырова находились недовольные и достаточно смелые люди, которые открыто могли выступить против Рамзана. Ярко это иллюстрирует череда конфликтов, которая закончилась разгромом конкурентов Рамзана. Все их отряды в том или ином виде также влились в армию Кадырова. В 2006 году, сразу после назначения командиром батальона «Юг», Муслим Ильясов буквально забил Кадырову стрелку. «Новая газета» описывала этот конфликт, который был больше похож на средневековый сход армии, который не закончился боем. В поле сошлись лояльные Кадырову подразделения и те, кто от Рамзана устал. Например, часть нефтеполка, отказавшаяся платить взносы в фонд Ахмата Кадырова. Численный перевес был не на стороне будущего главы Чечни, но за ним была Москва. Поэтому в итоге Кадыров сумел победить всех своих врагов. Ильясова быстро отстранили от командования, а Юг остался лояльным Рамзану. Чуть раньше Кадырову удалось расправиться и с подразделениями других силовых ведомств, которые подчинялись иным влиятельным чеченцам. Сначала был отряд «Горец», приписанный к ФСБ бывшего охранника Ахмата Кадырова Мавлади Байсарова. В том же 2006-м за неподчинение отряд блокировали в здании местного ПТУ, а самого Байсарова убили в центре Москвы. Контрольный выстрел в голову сделал Адам Делимханов. Дальше была очередь батальона «Восток», который формально числился за главным разведывательным управлением Минобороны, а фактически подчинялся врагам Рамзана, клану Ямадаевых. Пик противостояния пришелся на 2008 год. В апреле кадыровцы врезались в машину бойцов «Востока» на выезде из Гудермеса. Те погибли. Чтобы не усиливать противостояние, Ямадаевы решили не приходить на похороны своих людей, иначе бы это была политическая акция. Но один из братьев, Бодруди, все-таки приехал и буквально в день похорон увидел проезжающий по Гудермесу кортеж Кадырова. Бодруди Ямадаев и его люди на своих машинах догнали Кадырова, заставили остановиться. Ямадаев потребовал, чтобы Кадыров вылез из машины. Рамзан долго этого не делал, но все же вышел и сказал, что гибель бойцов Востока – трагическая случайность. На этом, в общем, и разошлись. Но это был удар по репутации Кадырова. А сегодня здесь дома младший брат, который должен был нести срок или где-то в Аргуне или в Гудермесе. Он сегодня на свободе, не только на свободе, до зубов вооруженный. На Ямадаевых началась охота. В том же апреле Восток заблокировали кадыровские силовики. В сентябре 2008-го Руслана Ямадаева застрелили напротив Белого дома в Москве.
В ноябре Восток расформировали, а в марте 2009-го убили его командира Сулима Ямадаева. Так Кадыров буквально завоевал Чечню. Все враги мертвы, война с терроризмом закончилась даже формально, но армию он не распустил. В 2021 году все свои подразделения Рамзан переименовал, так что теперь в них легко запутаться. Всего 7 подразделений МВД и Росгвардии, каждая из которых теперь носит имя Ахмата Кадырова. ОМОН имени Ахмата Кадырова, СОБР имени Ахмата Кадырова, ну и так далее. Теперь при назначении командиров своей армии Кадыров уже не допускает кадровых ошибок. Например, полком полиции имени Ахмата Кадырова командует Замит Чалаев, выходец из одного с Кадыровым тейпа, Биной. Все его братья тоже занимают посты в силовых структурах Чечни, а Кадыров ездит к их родителям на ужин. Его бойцы ловят и убивают врагов главы Чечни, а врагом можно стать просто за несогласие с Кадыровым или оказавшись не в том месте, не в то время. В 2021 году после публикации о зверствах полка его командир получил звезду Героя России. Задержанных подчиненные Чалаева избивали полипропиленовыми трубками. Использование сантехники для пыток – узнаваемый чеченский почерк. После избиения такой трубкой на теле остаются яркие кровоподтеки. В начале декабря по казармам полка Чалаева ударили украинские дроны. Атака оказалась очень чувствительной в день прямой линии Кадырова с народом. Рамзан ответил на этот удар в свойственной ему манере, как пиарщик. Устроил инстаграм-ралли на БМП и предложил украинским пленным застрелиться. Я тебе дам сейчас пистолет, застрелишься? Схожим образом Кадыров ответил на удар по университету спецназа в конце октября. Практически все его командиры, которые вроде как должны быть на фронте, оказались в Гудермесе, где оценивали репутационный ущерб от удара дрона. Само здание особо не пострадало. Возгорание было оперативно потушено. Как видно, удар беспилотника пришелся по крыше одного из пустующих зданий. А вот командир ОМОН Ахмат Грозный, 35-летний Анзор Бисаев с позывным «Борец». До вторжения в Украину подразделение, как и сам Бисаев, прославилось дракой с ОМОНовцами подразделения «Витязь» во время испытаний на получение крапового берета. «Витязь» был недоволен тем, что кадыровцы мухлевали, их подвозили на машинах во время марш-бросков. Завязалась драка, которую долго опровергали пропагандисты. Там драка. Драка, короче. До этого чеченский оппозиционер Ибрагим Янгулбаев обвинил Бисаева и других командиров в пытках током в отделе полиции. Во время войны в Украине Бисаев и его отряд, вероятно, пытали людей в Киевской области. За истязание несовершеннолетнего его разыскивают украинские силовики. В ОМОН Анзор попал не только благодаря садистским наклонностям. Его семья близка к Адаму Делимханову. Его отец Салади Бисаев работает на Делимханова, по крайней мере, он получал зарплату в строительной фирме НИИСО, ранее связанной с родней Делимханова. Другие его родственники служили или до сих пор служат в кадыровских войсках. Нынешние командиры в армии Кадырова – второе поколение чеченских опричников. Это уже не бывшие генералы сепаратистских войск. Пусть эти люди часто профнепригодны, но это бойцы, которых Кадыров сам вырастил и которым доверяет. Они готовы на любой садистский приказ своего босса. Мы все должны быть готовы к защите, обороне, а иногда нападать. С началом войны в Украине армия Кадырова начала расти. За неполных 3 года число подразделений из Чечни увеличилось больше, чем в 2 раза. 10 подразделений — новые формирования. 8 формально подчиняются Минобороны, 2 — Росгвардии. Еще 2 подразделения были созданы в нулевых, но после вторжения России в Украину туда назначили кадыровских людей. Сколько точно бойцов в армии Кадырова неизвестно, но он регулярно устраивает смотр силовиков. В конце февраля 2022 года в таком смотре участвовали 12 тысяч человек. За 2 года число бойцов, которых Кадыров может согнать для съемки ролика, увеличилось больше, чем в 2 раза. Это хорошо вооруженные и дорого экипированные люди. Это путь, который приведет нас в рай. В последнем смотре, как говорил сам Кадыров, участвовали уже 25 тысяч бойцов. Выглядит заметно солиднее, чем первое собрание всех кадыровцев в далеком 2004 году. Кроме подразделений, которые Кадыров создал или подчинил за время своего правления, и тех, которые появились после вторжения, под его крыло фактически вошли еще 2 полка.
Это 94-й и 96-й полки спецназначения Росгвардии, которые с начала нулевых, еще будучи частью внутренних войск МВД, дислоцировались в Чечне. После начала вторжения туда под шумок назначили командирами Магомеда Тушаева и Хасмагомеда Магомадова. Это бывшие бойцы чеченского СОБРа, гвардии кадыровской армии. Они и пытают оппозиционеров, и охраняют важных для Рамзана людей, и играют с хозяином в футбол. Чтобы быть ближе вам, чтобы вы были нам ближе. С недавних пор это подразделение курирует Адам Кадыров, который занимает должность главы службы безопасности отца. Как когда-то сам Рамзан руководил службой безопасности Ахмата Кадырова и отвечал за его личную гвардию. За лето 2022-го Кадыров создал еще несколько полков и батальонов для Министерства обороны, укомплектованных по этническому принципу. Появились подразделения Север Ахмат, Юг Ахмат, Запад Ахмат и Восток Ахмат. А вот их командиры. Заинди Зингиев, командующий Севером, до своего назначения служил в кадыровском СОБРе. Он сопровождал Адама Кадырова в Турцию на съемки сериала, а Рамзана Кадырова на официальном мероприятии. Командир Восток Ахмата Ваха Хамбулатов тоже охранник, причем со стажем. В 2014 году о нем писала газета «Вести Республики», мол, охранник Кадырова попросил босса построить детский сад в родном селе. И его построили. Война началась для Хамбулатова примерно тогда же, во время первой агрессии против Украины. Он воевал в составе чеченских подразделений на Донбассе и даже фотографировался с первыми лицами сепаратистов. В 2023 году Хамбулатов повздорил с российскими военными, чем спровоцировал недовольство в среде прокремлевских военкоров. Его джип остановили на одном из блокпостов, и Хамбулатову это не понравилось. Стреляй, блядь! Стреляй, блядь! Стреляй, блядь! Ади. Ты же, блядь, бандовошка! Ади, ты чё? Ади! Судя по всему, ему все сошло с рук. В 2023 году Кадыров создал еще два подразделения, которые тоже формально вошли в общеармейскую структуру. Это полки Ахмат Чечня и Ахмат Россия. Командир Ахмата Чечня тоже, вероятно, охранник Кадырова. Асламбек Салиев, так его номер записан в телефонных книгах. Практически все подразделения формируются из жителей Чечни. Кадыров неоднократно говорил, что в республике не будет проводить мобилизацию, так как есть много желающих вступить в его легион добровольно. Мы все вместе выросли, мы все пехота президента страны. Аллаху Акбар! Ахмат! Тем не менее, чеченские правозащитники неоднократно заявляли о том, что бойцов силой заставляют идти на войну. Некоторых принуждают к этому, похищая родственников, кому-то угрожают увольнением или тюрьмой. Но из Чечни отправляют на войну не только уроженцев республики, которыми командует кадыровская охрана. Среди бесчисленных ахматов есть и подразделения, которые комплектуются солдатами преимущественно не из Чечни. Главное не чеченское подразделение – добровольческий полк Ахмат. Рекруты со всей страны стали съезжаться в Чечню с весны 2022 года. Подразделение добровольцев возглавил Апти Алаудинов, который за время войны стал едва ли не главным спикером российской армии. И тут начинается самое интересное. Русские, начните рожать. Рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно. Это наша стратегическая задача номер один. Свое подразделение Алаудинов называет спецназом, хотя элитой этот Ахмат назвать сложно. Туда берут вообще без какой-либо боевой подготовки. Это наемники, которых вербуют за деньги с помощью агрессивной кадыровской рекламы. Баннеры с контактами чеченской мэрии, через которую идет набор, висели в разных городах страны. Миллионные телеграм-каналы чеченского руководства регулярно рекламируют набор, а по телевизору это делает Владимир Соловьев. Я вот сейчас был в Чеченской Республике, я вам скажу, я под большим впечатлением. Я провел, не так много времени, как хотелось бы. Я был в Грозном и был в Гудермесе на базе подготовки спецназа. Сколько там добровольцев, притом со всей России, люди потрясающие. Это ощущение, как будто побывал в мужской сказке. Рекрутов оформляют через несколько воинских частей, с ними добровольцы и подписывают контракт. У этих частей нет юридических лиц, а контакты сложно найти даже в чатах родственников. Одну из таких частей Кадыров открыл в 2023 году в Серноводске для совершенно другого подразделения.
В случае гибели добровольца его родственники многие месяцы стучатся по инстанциям в попытках что-то о нем узнать. Зато сам контракт у Кадырова выгоднее, чем у других, длится всего 4 месяца. Громких скандалов с выплатами не было. Ежемесячно в полку имени Кадырова обещают по 200 тысяч рублей, плюс 100 тысяч дают из фонда Кадырова при подписании контракта. Легкие деньги, если повезет выжить за эти 4 месяца. Добровольцев несколько дней перед отправкой на фронт готовят в так называемом университете спецназа. Кадыров отчитывался, к концу августа 2024 года в добровольческий полк имени его отца вступили 19 тысяч человек. Для сравнения, это не намного меньше армии Кадырова, собранной из чеченцев. Только важный нюанс. Верные кадыровские части стоят в Грозном, а приезжие новобранцы гибнут на фронте. Добровольческий Ахмат, состоящий из рекрутов со всей страны, не участвует в построениях перед Кадыровым. После нескольких дней в лагере подготовки их гонят на фронт. Глава Чечни раз в несколько дней отчитывается о новой партии бойцов, уехавших на войну. Ахмат! Аллаху Акбар! Россия! С самого начала вторжения разные добровольческие подразделения использовались как пушечное мясо. Их бросали на рискованные штурмы, чтобы сберечь более ценные армейские части. Судя по боям в Курской области, точно так же берегут и кадыровское войско, бросая добровольческий Ахмат на место других Ахматов. Их ведь так много, что никто не поймет разницы. Летом, во время наступления ВСУ на Курскую область, там должен был находиться батальон Ахмат Чечня, созданный Кадыровым исключительно из чеченцев в 2023 году. Это подразделение сразу после создания отправили не на передовую, а в тыл, охранять границу вместе со срочниками. Ахмат, Чечня, полки! Я счастлив, что я попал в вашу руку. Откуда ты? С Грозного. Ты? Грозно, сейчас в вас попал. Громче. Сейчас я попал в вашу руку, командир. Летом 2024-го во время атаки ВСУ кадыровские бойцы бросили позиции. Часть Курской области украинская армия захватила в считанные часы, взяв в плен сотни срочников и нескольких не успевших сбежать кадыровцев. Один из таких не успевших, Акраман Асхабов, оказался в плену в толстовке за $2000. То есть одет он был явно не для войны. Его и другого пленного Заура Чаарова схватили в Курской области вместе со срочниками, которых оставили оборонять границу. Ну, там с ними русскими стоят, вот так сказали нам. Отбивать Курскую область, опять же, послали, видимо, не чеченские Ахматы, а тот самый добровольческий полк, собранный из рекрутов по всей стране. Такой вывод можно сделать, изучив чаты родственников солдат. За последние недели там стали появляться десятки сообщений. Люди ищут родных из добровольческого Ахмата, которые пропали в этих районах. В тылу оказался не только Ахмат Чечня. Охраной других приграничных областей тоже занимаются кадыровцы. В Белгородскую область летом 2023 года отправили батальон «Запад Ахмат», которым руководил Исмаил Агуев. Его брат, начальник Курчалоевского РОВД Рустам, появлялся на пограничном пункте в Грайвороне под Белгородом. Это не спасло область от набегов украинских диверсионных групп. Брянскую область охраняет батальон «Ахмат Россия» под руководством инструктора университета спецназа Заурбека Элимханова. Он учил стрелять, к примеру, сына Кадырова Эли. После теракта в Крокусе якобы бойцы батальона Элимханова участвовали в задержании террористов, которые пытались скрыться и оказались в Брянской области. За это Элимханов и его бойцы получили награду от губернатора. Все командиры очень активны в запрещенном Инстаграме, причем некоторые постоянно публикуют фотографии из Чечни с дорогими братьями и лишь изредка с передовой, относительной передовой. Вопрос. А на какие деньги Кадыров содержит свою армию? Формально каждый из его отрядов, полков или батальонов относится к какому-то федеральному ведомству – МВД, Росгвардии или Министерству обороны. Поэтому и содержаться это должно за счет федерального бюджета. Но траты на оборону в России скрыты, и посмотреть, сколько выделяется денег на Росгвардию в Чечне, невозможно.
Сам Кадыров неоднократно говорил, что дополнительно тратит на подготовку и содержание бойцов, воюющих в Украине, деньги из фонда Ахмата Кадырова. Летом 2024 года глава правительства Чечни и друг Кадырова Магомед Даудов заявлял, что за время вторжения фонд Кадырова потратил 33 миллиарда рублей на содержание и подготовку бойцов. На высоком уровне налажено обеспечение бойцов военной техникой, предметами связи, обмундированием, амуницией, продовольствием и всем необходимым для решения боевых задач. Проблема в том, что официально таких денег у фонда попросту нет. С 2018 по 2023 год в фонд Кадырова поступило почти 16 миллиардов рублей, то есть в 2 раза меньше, чем потратили за 2 года войны. Вас о чем не спросишь. Откуда деньги? Вы говорите от Аллаха. А ты докажи, что не Аллах. Наверняка Даудов преувеличивает масштабы благотворительности, но чеченская экономика работает по своим законам, и фонд Ахмата Кадырова не единственный кошелек главы Чечни, а значит, армия Рамзана может финансироваться и из других источников. В фильме проекта «Вертикаль Кадырова» подробно описаны бесхитростные схемы воровства бюджетных денег, на которые много лет закрывает глаза Москва. Некоторые схемы и их участники частично помогают финансировать и кадыровцев. Например, негосударственный университет спецназа, который готовит добровольцев к отправке на фронт, согласно финансовым документам, большую часть денег на свое содержание получает от компаний, записанных на одного из главных номиналов Кадырова – Мавсади Альвиева. В 2022 и в первой половине 2023 университет спецназа получил от структур, которые замыкаются на Альвиева, около $500 миллиарда рублей. Альвиев владеет большим числом чеченских компаний, которые берут крупнейшие госконтракты в Чечне, а потом вкладывает их в полигон для подготовки кадыровских бойцов. На деньги из кошельков Кадырова может покупаться обмундирование и техника, на которую остальная армия рассчитывать не может. Например, фирма «Бинофон», о ней подробнее также в фильме «Вертикаль Кадырова», потратила 81 миллион рублей на автомобили УАЗ «Патриот» и 22,5 миллиона рублей на беспилотники. В мае этого года Кадыров отчитался о том, что машины и дроны получили чеченские подразделения. Все молодые государственные деятели, бизнес-элита нашей республики задействованы для того, чтобы обеспечить тех ребят, которые сегодня воюют на территории СВО. Хотя в своем сообщении глава Чечни утверждал, что деньги выделены из фонда Ахмата Кадырова. Хотя какая разница, из какого кармана? Деньги, которые Кадыров тратит на бойцов, это в каком-то смысле инвестиция. Ведь кадыровцы не только и не столько воюют, сколько участвуют в бизнес-конфликтах в качестве силовой опоры чеченского вождя. Так было осенью этого года, когда вспыхнул конфликт вокруг Wildberries. Один из участников перестрелки в центре Москвы — боец СОБР Ахмат Умар Чичаев. А это подразделение, как вы помните, буквально кузница лучших чеченских кадров. Личная гвардия помогает Кадырову еще и осваивать захваченные украинские территории. Его людям уже достался один из крупнейших украинских металлургических заводов имени Ильича в Мариуполе, откуда кадыровцы вывезли оборудование, сталь и уголь. Все эти ресурсы перепродаются в Россию. Предприятием до недавнего времени владел руководитель московского клуба «Ахмат» Алаш Дадашов. Он же владелец мариупольского предприятия «Технические материалы». Это тоже бывший украинский завод, завод «Ингаз», один из крупнейших производителей промышленных газов в Восточной Европе. Чеченские владельцы даже патентуют медицинский газ, разработанный украинским предприятием. И это далеко не все, что досталось людям Кадырова. Согласно нашим подсчетам, на оккупированных территориях есть как минимум 35 предприятий, которыми владеют или руководят выходцы из Чечни. Почти половина точно связана с властями республики, людьми, приближенными к Кадырову или чеченским госкомпаниям. Вот, например, строительная компания «Элитстрой» из все того же Мариуполя. Судя по названию, она должна строить, но нет никаких данных о том, что это когда-либо происходило. Совладелец фирмы, 30-летний Мансур Сайдулаев, работал в Минспорте Чечни. Другой совладелец, Хасан Мишаев, сотрудник фирмы «Успех» из Гудермеса, которая, в частности, прокладывает высоковольтные линии в Чечне. Владелец «Успеха» — доцент в Грозненском нефтяном госуниверситете имени Миллионщикова. Сразу несколькими предприятиями владеет глава чеченской опоры России и бывший министр по туризму Чечни Хасан Габазов. Его фирмы занимаются торговлей стройматериалами в Донецке и туристическими услугами в Геническе. Туристические услуги
в Геническе Херсонской области. Два предприятия напрямую связаны с кадыровской армией. Предприятия из Херсонской области Агро и Агро-24 вывозят оттуда зерно. Владелец Агро-24 Ильбек Заиев – брат Али Заиева, замкомандира 94-го полка спецназначения Росгвардии, писали важные истории. Это те самые полки, которые передали Кадырову после начала войны. И это подразделение как раз воевало в Херсонской области. Что захватывает, то и имеет. В Бердянске летом 2024 года появилась компания «Запорожчермет». Судя по названию, она должна заниматься черными металлами. Ей владеет семья кадыровских киллеров. Номинальный хозяин Аслан Байсаров, брат известного боксера Рамзана Байсарова. Семья Байсаровых близка Адаму Делимханову, а старший брат Аслана и Рамзана Супьян, судя по всему, охранник Делимханова, и у многих людей в телефонной книге он записан как Супьян Президент Отель. Это московская гостиница, неформальная резиденция и офис кадыровцев в столице. По данным «Новой газеты», Супьян Байсаров был замешан в убийстве чеченского криминального авторитета Мавлади Атлангериева. Подробнее о нем тоже смотрите в фильме «Вертикаль Кадырова». С Делимхановым связан еще один бизнес на оккупированных территориях. Речь о платежной системе Paybury, которая появилась в Крыму сразу после аннексии и действует на оккупированных территориях и сейчас. По сути, это мобильное приложение и сеть автоматов для приема наличных, в которых можно оплатить интернет, сотовую связь, ну и так далее. У Paybury несколько юридических лиц в Симферополе, в Краснодаре, а с 2022 года и в Луганске. Их общая выручка в 2023 году почти 200 миллионов рублей. И во всех фирмах так или иначе фигурируют люди из Чечни. Те же люди были связаны с компанией Polypay. Это еще одна платежная система, которая обслуживала городской транспорт Севастополя. В 2020 году среди владельцев этой фирмы был охранник Адама Делимханова Лечи Балатбаев. Он стал известен в 2018 году. Балатбаева вместе с другим подручным Делимханова судили в Москве за вымогательство. Им грозили реальные сроки, но в итоге дело закончилось тем, что его переквалифицировали в менее тяжкое, а охранников Делимханова просто отпустили. Получается, связанным с чеченским руководством людям принадлежит целая платежная система, которой пользовались жители Крыма и других оккупированных территорий, и которая теперь расширяется в завоеванных Россией городах. Кадыровцы буквально высасывают деньги, продовольствие, ценные металлы и прочее, как средневековые завоеватели. Одно из предприятий зарегистрировано на заправке в полуразрушенном городе Токмак Запорожской области. И, вероятно, эта фирма там же продает бензин российским военным. Для Кадырова война оказалась лишь способом расширить свою армию. Самые боеспособные и подготовленные подразделения из Чечни не принимают участие в лобовых столкновениях с украинской армией. Испортили такой летний сезон, сволочи. Ну ничего, мы вас накажем, Ахмад, сила Аллаха. А Кадыров все продолжает формировать новые отряды. После приезда Путина в Чечню в сентябре 2024-го глава Чечни заявил о создании еще одного подразделения на 2500 человек. Ему мало. И эта армия не воюет. Она помогает Кадырову и его приближенным зарабатывать на войне. Проект. Узнаете впервые.